Приступим. Добрый день всем и большое спасибо за то, что вы присоединились к этой лекции по космической тематике об астероидах и кометах в Международный день астероидов. Меня зовут Роза. Я работаю специалистом по образованию в геологическом обществе. И я очень рада представить профессора Алана Фитце-Саймонса из Королевского университета Белфаста. Сегодня Алан возьмет нас в путешествие по Солнечной системе, чтобы узнать все об астероидах и кометах. Эта лекция является частью нашего цикла 2021 года, как Года космоса. В этом году мы направляем наши взоры вверх за пределы Земли, чтобы исследовать породы, ландшафты и процессы на других планетах. Поэтому у нас есть фантастическая программа мероприятий, связанных с этим, мы проведем специальные мероприятия и конференции. Теперь, если у вас возникнут вопросы к Алану во время этой лекции, мы ответим на них в конце выступления. Поэтому если вы смотрите в Zoom, задавайте вопросы в специальном поле, а если вы смотрите на YouTube, задавайте их в чате. Итак, в конце лекции мы соберем вопросы и передадим их Алану. Без дальнейших лишних слов я передаю слово Алану, и мы услышим все об астероидах и кометах нашей Солнечной системы. Спасибо, приветствую всех. Итак, добро пожаловать на эту лекцию, даже если вы только что услышали о Всемирном дне астероидов. Я должен прояснить сначала, так как это доклад на Геологическом обществе Лондона в рамках цикла о 2021 году космоса. Я не геолог, а астрофизик по профессии. Я астрофизик по профессии. И самое интересное, по крайней мере для меня, что я когда-то после окончания школы стал перед выбором карьеры в географии или физике. И я выбрал физику. Однако в результате провел более 30 лет, изучая породы и вещество твердых тел, вращающихся вокруг нашего Солнца. Очень интересно, как эти разные науки в действительности очень сильно связаны. Поэтому сегодня днем, или утром, в зависимости от того, где вы смотрите, я очень кратко расскажу об основных аспектах того, что мы знаем об этих малых объектах, астероидах и кометах нашей системы. Вдобавок, учитывая Всемирный день астероидов, затрону проблему столкновения с этими объектами. Это схема нашей Солнечной системы. Здесь объекты представлены в относительных размерах. Слева изображено Солнце, это центр нашей Солнечной системы. Затем идут 4 планеты земной группы или каменистые планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс. Их сменяют газовые планеты-гиганты или газовые гиганты Юпитер и Сатурн, за которыми следуют чуть меньшие ледяные гиганты, Уран и Нептун. Это главные планеты в нашей Солнечной системе, поскольку это самые массивные объекты, вращающиеся вокруг нашего Солнца. Однако между этими планетами и вокруг них есть промежутки с более мелкими объектами. И эти тела сформировались вместе с остальными планетами в основном между Марсом и Юпитером. Эту область пространства мы называем поясом астероидов. Это преимущественно каменные тела. Тогда как за пределами Нептуна, у нас есть область, где преобладают ледяные тела, некоторые из которых, при подлете близко к Солнцу, становятся кометами. Эта область называется поясом Койпера или транснептуновой областью. И на этот слайд их трудно поместить. Перейдем с этого слайда, где у нас есть планеты и Солнце только в их относительных размерах, к слайду, на котором мы увидим орбиты планет в масштабе до орбиты Юпитера.
Итак, Солнце у нас в центре. Затем орбиты планет Меркурия, Венеры, Земли, Марса. Затем вот этот разрыв, отделяющий от орбиты Юпитера, а затем не поместившаяся в этом масштабе орбиты Сатурна, Урана и Нептуна. Первый астероид, первый объект размером меньше планеты и вращающийся вокруг нашего Солнца, был обнаружен в Новый год, 1 января 1801 года. Это демонстрирует, что у настоящих ученых никогда не бывает выходного, даже в праздники они работают. С этой даты мы сканируем небо с помощью наших телескопов, чтобы найти эти более мелкие тела, вращающиеся вокруг нашего Солнца. А теперь мы переключимся с этого диаграммы на реальный график того, где находятся малые тела. И теперь на этой диаграмме отображено около 800 тысяч объектов, вращающихся вокруг нашего Солнца. Мы видим Солнце в центре, орбиты планет от Меркурия до Юпитера, и точки в разных цветах, обозначающие объекты, вращающиеся вокруг нашего Солнца. Синие точки – это троянские астероиды, приуроченные к орбите Юпитера. Между Юпитером и Марсом зеленый пояс точек обозначает главный пояс астероидов. Полагают, что он на 99% состоит из каменистых тел. Внутри пояса астероидов, в пределах орбиты Марса красными точками отмечены астероиды, сближающиеся с Землей. Это объекты, которые приближаются к Солнцу ближе, чем Марс. И об этих объектах я расскажу чуть позже. И белыми точками обозначены кометы, сильно разбросанные по всей диаграмме. Эта диаграмма показывает объекты в нашей Солнечной системе на определенную дату. В данном случае 5 июня 2019 года. Конечно, если бы мы наблюдали за этой диаграммой, через какое-то время мы бы увидели, что все эти объекты движутся по своим собственным орбитам или траекториям вокруг Солнца. Но заметим, что орбиты комет сильно отличаются от орбит планет. Слева отображена Солнечная система в пределах 10 астрономических единиц от Солнца. В пределах примерно 10 астрономических единиц. Астрономическая единица – это среднее расстояние между Землей и Солнцем. Так астрономы измеряют расстояние в Солнечной системе. И вот здесь мы можем видеть, что Солнце находится здесь. Земля сегодня здесь. Марс там. Вот Юпитер и Сатурн. А вот голубой линией обозначена орбита кометы. В данном случае комета 67P, и вы можете видеть, что она очень не круглая, она очень эллиптическая по астрономическим параметрам. Но эта орбита не такая экстремальная, как у некоторых других комет. С правой стороны мы уменьшили масштаб. Теперь мы можем видеть Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. И в этом масштабе мы можем увидеть путь, возможно, самой известной кометы, вращающейся вокруг нашего Солнца, известной как комета Галлея. Сейчас комета Галлея находится на другом конце своей очень вытянутой орбиты, почти в Офелии. А размер орбиты определяет, по законам Кеплера для движения планет, сколько времени требуется объекту, чтобы за один раз облететь вокруг Солнца. Комета 67P здесь слева имеет относительно небольшую орбиту. На один ее оборот вокруг Солнца потребуется всего 7 лет. А у кометы Галлея гораздо протяженнее орбита. В самом деле, чтобы сделать один оборот вокруг Солнца, ей нужно 76 лет. Так мне удалось ее увидеть на заре своих астрофизических исследований еще в 1986 году, когда она последний раз приближалась к Солнцу. В следующий раз она вернется в наш район к 2061 году. Скрещу пальцы, чтобы современная медицина поддержала меня до тех пор. Я надеюсь, что многие из вас,
особенно слушающие молодые люди, увидят вживую эту комету через 30 с лишним лет. Но что из себя представляет комета? Когда комета Галлеи в последний раз подлетела к Солнцу, мы послали к ней армаду космических кораблей, чтобы сфотографировать вблизи ее строение. Сердце каждой кометы — это космическое ледяное ядро. Это тело всего в несколько километров в поперечнике. Ядро состоит из микроскопических каменных частиц, которые мы называем кометной пылью, смешанной со льдом. Лед в основном водяной, схожий с земным, с небольшими включениями углекислых и метановых льдов. Приближаясь по орбите к Солнцу, комета нагревается солнечными лучами. Слева видно, что у этой кометы нагревается в основном южная сторона ядра. За счет нагрева лед должен таять. В действительности он не тает в классическом земном смысле. Лед сублимирует. Ледяное вещество сразу переходит из твердого состояния в газообразное, так как в вакууме не может быть жидкости. Так диктует нам физика. Поверхность разламывается под действием расширяющегося газа, выделяющегося из нагретого льда. И этот газ и устремляется в космос, подхватывая каменные частицы кометной пыли. На этом изображении видны следующие процессы. Лучи, приходя от Солнца слева, нагревают освещенную сторону этого 15-километрового кометного ядра. Под их действием лед под поверхностью ядра сублимирует и превращается в газ. Этот газ по дислокациям вырывается наружу. Можно увидеть, что газовыми струями увлекается и каменный пылевой материал. Вот что происходит при приближении кометы к Солнцу. Этот выброс зафиксировал космический корабль Джота, посланный Европейским космическим агентством на перехват кометы Галлея в 1986 году. Реально ядро этой кометы настолько маленькое, Что даже если бы мы могли видеть сквозь дымку из газа и были в телескоп, все, что мы увидели бы, это размытая светящаяся точка. Этот выделяющийся газопылевой материал образует плотный ореол вокруг ядра, или комету. свободно расширяясь, газ в кометной пыли из-за низкой гравитации покидает ядро. Газ не может вернуться обратно. С ростом газового выделения образуется временная атмосфера, или кома, обволакивающая ядро. На максимуме кома достигает от 10 до 100 тысяч километров в поперечнике. Так, здесь, на этом снимке кометы Галлея, сделанном телескопом в Австралии в 1986 году, виден этот газопылевой материал. И он отражает так много света, что мы даже не можем различить крошечное ядро в центре. Сам же газ не может оставаться в нормальном состоянии. Газ ионизируется, он становится электрически заряженным под действием ультрафиолетового облучения Солнцем. И как только это происходит, солнечный ветер подхватывает этот поток частиц и магнитных полей. Этот непрерывный поток направлен от Солнца. Таким образом, выделяющийся кометный газ ионизируется. Он направлен в обратную от Солнца сторону, образуя так называемый ионный плазменный хвост. Так у кометы Галлея ионный хвост может легко растягиваться от 1 до 10 миллионов километров в длину. На захваченные выделяющимся газом твердые частицы действует давление солнечного света, передается импульс фотонов. Это не что иное, как отражение солнечного света, эффект радиационного давления. Пыль разгоняется светом гораздо слабее, чем ионы газа с солнечным ветром, Поэтому ее движение определяется начальной орбитальной скоростью движения и ускорением под действием давления света. более тяжелые частицы получая импульс от солнечного света, Все же отстают от ионного хвоста, формируя свой изогнутый в направлении орбиты кометы хвост. И здесь мы видим пылевой хвост кометы. И опять же, у крупных комет этот пылевой хвост может легко достигать миллиона километров в длину.
Вот такие масштабы, несмотря на то, что само ядро в центре кометы невероятно крошечное, всего несколько километров в поперечнике. Это производит потрясающее зрелище. И если выпущено достаточно много газопылевого материала, его можно наблюдать во всех уголках Солнечной системы. Последний раз в нашем северном полушарии это можно было сделать невооруженным глазом был более 20 лет назад, когда комета Хейла-Бопа приблизилась к нашему Солнцу. Это была гигантская комета. Измеренный размер ядра этой кометы составлял около 70 километров. И можно вспомнить, что после заката можно было выйти на улицу и посмотреть, как в небе над домами висит комета. Это длилось около месяца, пока комета медленно огибала Солнце по своей орбите. Это потрясающее зрелище. Эту комету можно было видеть только в северном полушарии, если вы находились в южном полушарии, то вам не повезло. 9 лет спустя эту комету снова можно было наблюдать в вечернем небе. Невероятно впечатляющая комета, которую можно было увидеть невооруженным глазом прямо на улице, примерно еще неделю после заката. Итак, кометы – прекрасный объект для наблюдений ночью. Но они также представляют огромный научный интерес. И они настолько интересны, что мы отправили несколько космических аппаратов к кометам, начиная с Армады, отправленной на перехват кометы Галлея в 1986 году. Но самой зрелищной миссией, которую мы выполнили в последние годы, была миссия Европейского космического агентства Роузетта, направленная на встречу с кометой под названием 67P. На самом деле ее полное название – комета 67P Чурюмова-Герасименко в честь двух российских астрономов, открывших ее. 67P ее называют для краткости. И здесь мы видим изображение ядра, сделанное Розеттой еще в 2015 году. Розетта 2 года вращалась по ее орбите рядом с ядром кометы. Мы снова видим неправильное ядро плюс материал, растекающийся по ее поверхности из-за нагрева Солнца. Можно заметить, что с 1986 по 2015 год в результате прогресса в области цифровых камер мы получили фантастические изображения этой кометы. И, конечно же, более 2 лет мы следили за этой кометой, чтобы изучить не только то, как она изменялась и развивалась, но также и за процессами высвобождения этого материала. Считается, что кометные тела родились в самом начале нашей Солнечной системы 4,6 миллиарда лет назад. Это 4600 миллионов лет назад. И как таковые они представляют собой капсулы времени, содержащие исходный материал нашей Солнечной системы. Один из инструментов на борту Роузетта был разработан для очень точного обнаружения и измерения различного вещества и молекул, выделяемых кометой, когда она нагревается Солнцем. И в этой таблице слева, опубликованной Кэтрин Альтфек из Берлинского университета в Швейцарии и ее международной командой, мы можем видеть, что некоторые соединения наблюдались и до Розетты, а некоторые из молекул, которые впервые измерены Кэтрин и ее командой. Эти измерения действительно дают нам гораздо лучшее представление о типах молекул, которые скрыты в кометах, а затем высвобождаются, когда они находятся рядом с Солнцем. Мало того, были обнаружены некоторые очень важные вещества и более крупные молекулы. Вот спектры, на которых мы видим количество элементов в зависимости от атомного веса. Мы можем видеть пик фосфора. А фосфор – невероятно важный элемент для жизни на Земле. Все клетки нашего тела используют фосфор для связи друг с другом и для функционирования. Возможно, еще более важным для нас, размышляющих о возникновении жизни, является обнаружение глицина, одной из основных аминокислот, которые вы найдете в жизни на Земле. Это одна из тех аминокислот, которые используются для производства белков в нашем организме и всех других живых существ.
Это перекликается с идеей о том, что в далеком прошлом Кометы, возможно, занесли на нашу планету не только воду, но и ингредиенты для жизни. скорее всего не саму жизнь, но кометы, безусловно, помогли покрыть нашу Землю соединениями, богатыми углеродом и органическими молекулами, из которых и могла впервые возникнуть жизнь. Сейчас, поскольку этот доклад в геологическом обществе, я должен, конечно, отметить, что комета 67P была, Вероятно, самым сложным маленьким объектом, который мы когда-либо изучали в нашей Солнечной системе. потому что мы смогли детально рассмотреть комету с камер Розетты. У нас есть консолидированные участки поверхности, есть сглаженные местности. Вероятно, они покрыты пылью, выброшенной кометой и осевшей на поверхности. И даже обнаружен обломочный материал, который может перемещаться по поверхности. И действительно, когда мы сравнили изображение поверхности кометы через 2 года, были обнаружены переместившиеся объекты. Это нас реально удивило. Вот на левом фото у нас есть валун, который примерно в 20 метров в поперечнике. Валун лежал вот здесь перед тем, как комета достигла своей ближайшей точки к Солнцу. После того, как комета стала удаляться от Солнца, было получено новое изображение этого участка. Видно, что валун также переместился примерно аж на 150 метров. И не совсем ясно, было ли это результатом механического воздействия выброшенного кометного материала из-за дегазации недр. Или же сам этот валун стал мини-кометой. То есть он мог исходно содержать много льда и под действием нагрева лучами Солнца дегазировал, и проскользил на газовой подушке по поверхности этой кометы. Мы также увидели огромные оползни, происходящие на комете 67P. Вот то, что мы называли скалами Асуана. Они высотой примерно 100 метров над поверхностью этой кометы. Сила тяжести на комете очень мала. Если вы прыгнете с края этого обрыва вниз, вам потребуется несколько минут, чтобы приземлиться на поверхность, из-за того, что это очень маленькое тело. Но внимательно посмотрите на край обрыва. Там во время миссии Роузетта появилась трещина. А через несколько месяцев мы увидели, что краевой материал фактически съехал оползнем к подножию обрыва. И оползень произошел согласованно с огромным выбросом вещества из кометы. И теперь есть свидетельства, или это только первые свидетельства, того, что когда мы видим вспышки и кометы, это не вызвано какой-то химической реакцией, а это вызвано геологическим преобразованием самой кометы. И нам не терпится вернуться и изучить другие кометы с помощью наших аппаратов. Переходя к астероидам, на первый взгляд может показаться, что астероиды и кометы очень похожи. Но кометы содержат огромное количество льда, тогда как астероиды в значительной степени состоят из каменных горных пород, по крайней мере, в них это вещество преобладает. Астероиды, при изучении их с помощью телескопов на Земле, кроме самых больших, выглядят как светящиеся точки, сходные со звездными объектами. И поэтому, чтобы увидеть на них какие-либо реальные детали, нам снова нужно использовать космический корабль. Вот у нас несколько изображений астероидов, которые мы посетили за последние 20 или 30 лет, с разных космических аппаратов в одном масштабе. Самый крупный 4 Веста слева. Веста имеет диаметр более 400 километров. Это один из крупнейших астероидов в поясе астероидов. Далее по мере уменьшения изображены Летиция, Матильда, Ида, Эрос, Гаспара, Штайнс и Анна Франк. А полукилометровая Итакава выглядит незаметной точкой. Но через некоторое время мы увидим Итакаву вблизи. Астероиды сами по себе целые отдельные миры. Недавно НАСА провела миссию Дон, Рассвет, на Весту и Цереру, посетив 2 крупнейших космических тела в поясе астероидов. Церера – первый открытый астероид. Это самый крупный астероид в поясе астероидов.
Диаметр Цереры более 900 километров, как вы можете видеть здесь слева. Современные планетологи относят Цереру к карликовым планетам. И когда мы посмотрим на ее изображение слева, присланное Дон, первым, что бросается в глаза, что ее поверхность покрыта кратерами. И это неудивительно, ведь Церера лежит внутри пояса астероидов. И в нее достаточно часто попадали другие астероиды, формируя крупные кратеры. Но можно заметить, что некоторые из этих кратеров, из наиболее поздних кратеров, таких как здесь и здесь, имеют светлый оттенок. А это означает, что внутри этого преимущественно каменистого астероида есть разнородный материал, отличающийся цветом. И это обнаруживается в выбросах этих кратеров. Справа мы видим одно из главных открытий миссии Дон. Это кратер с диаметром 90 километров на поверхности Цереры под названием Акатор. В центре кратера и правее, мы видим эти очень яркие области. К концу своей миссии аппарат Дон совершил несколько облетов на малой высоте, чтобы рассмотреть эти области во всех подробностях. Оказывается, это отложение карбоната натрия. Полагают, что это вещество было выгнано на поверхность из недр Цереры через трещины и разломы в этом кратере. Это вещество могло быть вынесено льдом, Либо даже, возможно, даже жидким рассолом, который существует под оболочкой или корой этого крупнейшего астероида. Теперь ученые все еще изучают данные и пытаются найти лучшее объяснение полученных измерений на Церере. Но все говорит о том, что у Цереры определенно есть погребенный лед под корой. Независимо от этих форм состояния, вода могла образовать соляную корку из отложений карбоната натрия. Давайте подождем и увидим, что, возможно, нам понадобится еще одна миссия, чтобы выяснить этот момент. Но давайте перейдем от самого большого астероида к самому маленькому, который мы когда-либо посещали с помощью космических кораблей. Это изображение астероида Итакава миссии Хаябаса японского космического агентства JAXA. Астероид Итакава составляет всего полкилометра в поперечнике. Но посмотрите на него. Во-первых, он явно не круглый. У него неправильная форма, как у ядра кометы 67P или ядра кометы Галлея. Такая форма обусловления, что он слишком мал и его масса меньше силы тяжести. Это значит, гравитация не может придать ему круглой формы. Ведь планеты становятся круглыми, если сила тяжести преодолевает предел прочности пород, из которых они состоят. Здесь у нас каменное тело, но оно слишком мало, что сама по себе гравитация не может придать ему форму шара, как у планет. И в самом деле большинство астероидов размером менее 100 километров имеют неправильную форму. Но если мы посмотрим на этот астероид повнимательней, то увидим и другие странности. На поверхности очень мало кратеров. Может быть, один здесь. А может быть, один вон там. И они выглядят очень гладкими, они не похожи на остальную поверхность. И еще повсюду есть какие-то валуны. На самом деле Итакава не однородный твердый объект, а является слабо сцементированной грудой щебня. Позвольте объяснить, что я имею в виду. Если вы возьмете кучу камней и обломков разного размера и просто навалите их в одном месте, вы увидите вот такую груду. А если в космосе аналогично возьмете большое количество каменного материала, от валунов до пыли всех видов и размеров, и поместите их вместе, то полученный комок будет скрепляться слабой гравитацией. Но хоть силы тяжести будет достаточно, чтобы удерживать их вместе, однако ее будет недостаточно придать телу сферическую форму. Итак, Итакава является ярким примером и реально первым астероидом в виде груды обломков, который мы посетили. И он не единственный. Так недавно у нас были две очень успешные миссии к двум другим небольшим астероидам.
Слева изображен астероид Рюгу диаметром 865 метров, который посетила японская миссия Хаябуса-2. А справа – астероид Бенну шириной в полкилометра, который посетила миссия НАСА Osiris-Rex. И опять оба тела выглядят грудами обломков. Они действительно не монолитные, это просто скопление обломочного материала, который удерживается силой тяжести. Но в данных двух случаях эти астероиды Вращаются относительно быстро. и такое вращение астероидов преобразовало их форму, близкую к волчку. Видно, что оба этих астероида имеют своего рода четко выдающийся профиль, протяженный вдоль экватора, и перпендикулярной оси вращения. И снова, самое забавное, это было предсказано на основе сравнения радиолокационных изображений астероидов, которые пролетавших около Земли с теоретическими моделями еще около 20 лет назад. И эти фотографии являются доказательством того, что когда мы все делаем правильно, а именно комбинируя законы физики с тем, как взаимодействуют горные породы, мы действительно можем понять, что именно происходит. Одно из замечательных свойств астероидов состоит в том, что нам не обязательно отправлять космические корабли за их веществом. Оно у нас есть уже здесь на Земле. Потому что на Земле есть метеориты. Мы находим такие камни на поверхности Земли, которые долетели до нас из пояса астероидов. Обычно мы точно не знаем, из какой именно части пояса астероидов они прилетели. Но даже без этой информации, когда мы их распиливаем и изучаем срезы, у нас появляются образцы вещества астероидов. Мы видим, что между ними есть различия. Так, слева мы видим то, что мы называем обыкновенным хондритом, хондритом или обыкновенным хондритовым метеоритом. Обыкновенные хондриты, а это один из них, похожи на земные горные породы, за исключением того, что в них больше металлов, в них больше железа. Кроме того, вы увидите, что, разрезав их, вы увидите в них эти маленькие шарики силикатной породы, которые мы называем хондрами. Мы называем это вещество обыкновенным хондритом, потому что большинство найденных обломков астероидов, упавших на Землю в виде метеоритов, представляют собой силикатные породы такого рода. А с правой стороны у нас то, что мы называем углистым хондритом. Углистые хондриты также содержат силикатные породы, и вы можете видеть на этом срезе эти круглые образования, это глобулы силикатной породы. Но они погружены в очень темную матрицу или в породу, богатую углеродом. И в действительности именно углерод придает этим метеоритам темный цвет. Мы знаем, что богатые углеродом породы темные. Посмотрите на тот же уголь. Посмотрите на графит здесь, на Земле. Правда, забудем про алмаз. Это очень специфический тип горных пород, и это тема другой лекции по геологии. Но именно углерод в этих породах придает темный цвет астероидам и метеоритам. И мы можем обнаружить это с помощью телескопов с Земли. И в течение многих лет было загадкой, почему к нам прилетают эти два совершенно разных типа горных пород прилетают из пояса астероидов. И телескопические исследования показывают тенденцию, что мы видим больше ярких силикатных пород, богатых кремнием, ближе к Марсу, и больше темных, богатых углеродом астероидов по направлению к Юпитеру. Но граница распространения этих типов слишком размытая. Как объяснить это? Первое, что нужно сделать, это посмотреть, какой возраст этих камней. И это одно из самых замечательных свойств метеоритов. Метеориты позволяют нам определять возраст Солнечной системы по их родительским астероидам. Мы можем использовать радиоизотопную хронологию для этого, сходную с радиоуглеродным датированием в археологии на Земле. Оно, например, применяется для датирования пирамид либо примитивных человеческих поселений каменного века как в Великобритании, так и во всем мире. Однако для датирования астероидов мы используем не углерод, а более долгоживущие изотопы,
так как углеродное датирование работает для возраста менее 50 тысяч лет. А применительно к астероидам, нам нужно использовать сочетание радиоизотопов других элементов, для датировки более длительных промежутков в миллиарды лет. И здесь показаны 3 диаграммы, на которых использованы изотопы свинца для датировки метеоритов. Космохимики, то есть ученые, изучающие химию и историю метеоритов и астероидов, обнаружили, что всякий раз, когда они измеряют возраст обыкновенных хондритов либо углистых хондритов, всегда получается одинаковый возраст — 4567 миллионов лет. Так по астероидному веществу, или метеоритам, мы определяем возраст нашей Солнечной системы. Наше Солнце и все планеты, астероиды и кометы, которые образовали Солнечную систему, возникли 4,567 миллиарда лет назад. И в самом деле, этот метод настолько точен, что мы можем отделить эту дату образования от другого материала. Например, хондры внутри метеоритов образовывались в течение следующих 3 миллионов лет после возникновения Солнечной системы. Это невероятная точность. И это показывает нам, что могут космохимики и другие ученые, вовлеченные в эту работу, с точки зрения точности. И это дает нам представление о том, как долго существует наша Солнечная система. Но астероиды не просто датируют нашу Солнечную систему, они дают нам ключ к разгадке того, что происходило в первые несколько миллионов лет, когда формировались астероиды, планеты и кометы. Потому что мы, кажется, уже теперь знаем, что планеты-гиганты сформировались очень быстро в течение первых нескольких миллионов лет. И мы полагаем, что наша первоначальная Солнечная система выглядела примерно так. Планеты-гиганты формировались первыми: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Все они были бы немного меньше, чем сейчас, но образовались бы первыми. Заметьте, что здесь нет планет земной группы. Затем планеты-гиганты Юпитер и Сатурн и также в меньшей степени Уран и Нептун начали раскидывать астероиды, а однородные кометы вокруг также помогали перемещать планеты с помощью тех же физических законов сохранения импульса и сохранения углового момента импульсов. В результате Юпитер сдвинулся ближе к центру нашей системы. Эту ситуацию мы видим в других звездных системах, по наблюдениям за экзопланетами, в наши дни. Там мы видим планеты-гиганты, вращающиеся очень близко к своим родительским звездам. И когда орбита Юпитера сжималась к Солнцу, за несколько десятков тысяч лет все эти прижатые каменистые астероиды довольно плотно скопились на орбитах близко к Солнцу. Это привело к более интенсивным столкновениям астероидов друг с другом, образуя при этом все более и более крупные тела. И так был запущен процесс формирования внутренних планет Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Нам очень повезло, что сжатие орбиты Юпитер приостановилось. И вероятно даже орбита Юпитера возвратилась обратно. Это могло произойти, потому что в нашей системе есть еще одна массивная планета, немного дальше, это Сатурн. И взаимодействие между Сатурном и Юпитером вернуло обе эти планеты наружу системы, тем самым позволив далее относительно спокойно формироваться нашей Земле. Но в это же время происходит переброс в окрестности орбиты Юпитера каменных астероидов, которые раньше находились внутри его орбиты, и ледяных астероидов и более ледяных тел, которые раньше находились за пределами орбиты Юпитера. И эта так называемая гипотеза Большого хода объясняет не только образование Земли с другими планетами земной группы, но также почему мы сейчас в главном поясе видим астероиды из разных материалов. Нам еще предстоит проработать множество деталей в этой модели. Но эта гипотеза уже нам дает хотя бы общее представление о том, как все происходило в ранней Солнечной системе. Сейчас планеты довольно хорошо зафиксированы на своих орбитах. Так как современной концентрации астероидов и комет вокруг недостаточно, чтобы их можно было выбить на другие орбиты, или чтобы они заметно сдвинули свои орбиты.
Но сейчас стало очевидно, что иногда некоторые астероиды и кометы подлетают по своим орбитам очень близко к траектории Земли. Так что, прежде всего, чтобы быстрее их отследить, нам предстоит целый ряд космических миссий. В этом году состоится запуск миссии НАСА Люси, которая пролетит мимо 7 троянских астероидов, на орбите Юпитера между 2027 и 2033 годами. На все эти облеты уйдет 6 лет. В следующем году состоится запуск миссии Психея. Это миссия к самому большому металлическому астероиду в поясе астероидов, известному как 16 Психея. И этот аппарат отправится на его орбиту и попытается изучить то, что полагают является обнаженным ядром протопланеты. На заре существования Солнечной системы этому телу так и не удалось достичь полной планетарной стадии. Через 3 года Япония запустит миссию Destiny Plus, которая посетит необычный астероид Фейтон, который может приблизиться к Земле. Destiny Plus достигнет астероид в 2028 году. А затем в том же 2028 году, Европейское космическое агентство запустит свой перехватчик комет под руководством британских ученых, которое достигнет, надеюсь, долгопериодическую комету, которая прибудет прямо с самых удаленных окраин нашей Солнечной системы. Цель – изучить самый первичный материал нашей системы. Но, как я уже говорил, сегодня день астероида. И он назван в честь знаменитого последнего крупного столкновения, произошедшего на Земле в 1908 году. Астероид диаметром около 50 метров ворвался в нашу атмосферу, и не достигнув Земли, оглушительно взорвался на малой высоте. И эта ударная волна повалила 2000 километров леса. Вам бы явно не захотелось оказаться в том месте, когда это произошло. Правда, это случилось в глухом уголке Тунгусской тайги. Но у нас есть примеры и покруче столкновений. Так, например, если вы когда-либо были в Аризоне, возможно, вы были в этом месте, это кратер Метеор в Соединенных Штатах. Здесь 49 тысяч лет назад врезался с гораздо большей энергией астероид и образовал кратер шириной в милю. И действительно, от него осталось так много его фрагментов, что у меня в моем офисе даже здесь есть один образец. Вот посмотрите, фрагмент астероида, который образовал кратер. Чтобы вам дать некоторое представление о масштабе кратера, надеюсь, вы увидите здесь некоторых из моих коллег, совершивших поход в сам кратер. Вот эти точки. Если не видите, давайте просто увеличим. Теперь вы представляете, какие масштабы разрушений несет даже небольшой астероид при столкновении с поверхностью Земли. Так как же нам защитить себя от этих ударов в будущем? Ну, в первую очередь давайте сначала попытаемся найти все эти объекты. Идея состоит в том, что мы находим их и вычисляем их орбиты задолго до того, как они столкнутся с нами. Так как у нас есть предостерегающий пример, как будет выглядеть наша Земля. Если бы у нас не было тектоники плит и нашей атмосферы с океанами, Земля была бы безатмосферным телом и выглядела бы как Луна. И сегодня вечером, если будет ясно, и если у вас есть небольшой бинокль, посмотрите на Луну. Каждый из этих кратеров на Луне образовался в результате удара астероида или кометы. А наша Луна находится в той же области Солнечной системы, что и мы. И действительно, это реальный пример того, как наша внутренняя часть Солнечной системы была изрешечена астероидами и кометами за последние 4,6 миллиарда лет. Ну что ж, чтобы отследить эти опасные объекты, у нас есть телескопы. А с левой стороны мы обычно видим то, что получаем от так называемых телескопов для слежения за околоземными астероидами. И в этой повторяющейся последовательности из 4 снимков можно заметить маленькую тусклую точку, указанную красным крестом. Это новый околоземный астероид, который был обнаружен прямо сегодня. Сегодня он появился в атласе службы слежения за околоземными астероидами на Гавайях.
Об этом сообщили примерно за час до моего выступления. Глядя на движение астероида, полагают, что он пролетает сейчас на расстоянии примерно вдвое дальше Луны. Этот объект, вероятно, имеет размер от 50 до 80 метров в поперечнике, то есть примерно как Тунгусский болид. И задача этих телескопов — это находить и определять траектории этих объектов. И у них это просто здорово получается. Справа у нас график количества обнаруженных околоземных астероидов в зависимости от времени, начиная с 1980 года. И синее поле показывает внушительный прогресс. Сейчас открыто более 26 тысяч околоземных астероидов плюс еще 114 околоземных комет. Вот так мы их обнаруживаем. И как только мы их обнаруживаем, мы можем их отслеживать и вычислять их орбиты. И можем предсказать, где они пролетят в будущем, используя закон всемирного тяготения Ньютона. Предположим, что в какой-то момент мы обнаружим астероид, который в будущем поразит нашу планету. Так что же нам с этим делать? На данный момент предложено 3 основных решения. Слева у нас гравитационный трактор. И идея в том, что если у вас есть небольшой астероид, который поразит нас лет через 20 или около того, мы могли бы запустить к нему большой космический корабль. Влияя своим гравитационным полем на астероиде, космический корабль медленно вытянет этот астероид на немного другую орбиту. И за счет такого гравитационного влияния через 20 лет астероид благополучно проплывет мимо, вместо того, чтобы как следует по нам ударить. Посередине показан вариант кинетического ударника, использующий закон сохранения импульса из физики. Это как, если бы вы чем-нибудь очень быстро ударите тело, то этот объект начнет двигаться в этом же направлении. Идея кинетического ударника состоит в том, чтобы ударить небольшим космическим кораблем по астероиду. И это снова отклонит его орбиту и предотвратит столкновение Земли с этим астероидом. Ну а что делать, если у нас есть очень большой астероид? Или если у нас нет многолетнего запаса времени для подготовки из-за слишком позднего предупреждения с наших телескопов? Тогда мы могли бы в принципе воспользоваться взрывом. Мы взрываем большое, возможно ядерное, взрывное устройство около поверхности астероида. И опять же часть материала поверхности астероида испарится. Материал полетит в одну сторону, а астероид полетит в другую. И таким образом мы отклоним орбиту астероида. Все это, конечно, теории и модели, написанные на бумаге, а также в компьютерах ученых и инженеров. Мы никогда их не тестировали. Но теперь мы собираемся это сделать. Так чуть позже в этом году мы запустим первый из 2 космических аппаратов в сотрудничестве, известном как сотрудничество по оценке ударов и отражению астероидов или АИДа. Будут запущены 2 космических корабля, миссия НАСА DART и европейская миссия HIRA. DART будет запущен в ноябре этого года. Он проведет всего несколько месяцев на пути к околоземному астероиду 65803 Дидим, который приблизится к Земле в сентябре следующего года. Но целью поражения дартом будет не сам Дидим. Оказывается, у Дидима, диаметр которого составляет примерно 800 метров, есть небольшая Луна в 160 метров в поперечнике, называемая Диморфом. И целью для Дарта будет именно спутник Диморф. Удар должен изменить орбиту этой Луны вокруг своего родительского астероида. И мы это сможем измерить с Земли. С помощью миссии DART мы сможем доказать, что можем менять орбитальную траекторию небольшого астероида. К сожалению, в этой миссии сам космический корабль DART будет уничтожен. Но у него будет итальянский маленький спутник, кубоспутник, под названием Лисиакабе. Он отделится от носителя за несколько дней до столкновения, чтобы показать нам начальные этапы того, что происходит с Диморф. Однако у нас не будет полной картины от Лисиакабе.
Так что в 2024 году, через 3 года, мы запустим с Земли миссию Хира. А в декабре 2026 года Хира прибудет на рандеву с системой Дидим, Диморф. И она проведет в этой системе до года, измеряя свойства этого не только Диморфа, но и родительского астероида Дидим. Но для нас важно, что Хира точно измерит, что случилось с Диморфом. Хира также будет нести 2 небольших куба спутника, чтобы полностью охарактеризовать влияние удара Дарт на Диморф. И благодаря всем этим измерениям мы ответим на вопрос, насколько это просто или как сложно переместить даже небольшой астероид с естественной траекторией на новую безопасную орбиту. Таким образом, мы надеемся дать будущим поколениям способы защиты от ударов астероидов. Итак, чтобы закончить, просто подведу итоги. Ледяные кометы подвергаются эрозии при облете Солнца. При этом они выпускают свой материал в виде впечатляющих хвостов, которые мы иногда можем наблюдать в небе. Но это очень естественное действие, источение собственного материала в космос приводит к изменению и разрушению формы ядра. Каменные астероиды проэволюционировали через череду столкновений и дробления. Они также содержат огромное количество информации об эволюции и истории нашей Солнечной системы. Это очень увлекательные объекты для исследования. И, наконец, конечно, и астероиды, и кометы время от времени сталкиваются с планетами, включая Землю. И сейчас ведется большая работа по их отслеживанию. И теперь, наконец, мы собираемся проверить, сможем ли мы отразить их в будущем. Надеюсь, вам доклад показался интересным. Надеюсь, вы узнали кое-что новое для себя сегодня. Думаю, сейчас я остановлюсь, и мы перейдем к возникшим вопросам. Алан, спасибо. Так много, что было абсолютно захватывающе, особенно информация о диете и выпадении волос в конце. Поступило много вопросов. Озвучу некоторые из них. Можно я сделаю глоток кофе, и двинемся дальше? Да, пожалуйста. Вращаются ли кометы за счет реактивных струй источаемых газов? Если так, то почему они не крутятся все быстрее и быстрее, Пока их не разорвет на части. Отличный вопрос. Итак, во-первых, почти все во Вселенной вращается, Солнце вращается, Земля вращается, астероиды и кометы вращаются, даже галактики вращаются. Но самое интересное в отношении комет заключается в том, что вы абсолютно правы. Когда они выбрасывают материал, они действительно могут изменять свою скорость. И в самом деле, в зависимости от того, в какую сторону выбрасывается материал из кометы, он может ее раскрутить либо замедлить. Независимо от того, каким образом материал. Итак, мы полагаем, что некоторые кометы, вероятно, раскрутились так быстро, что распались. Так, одна комета, которая подлетала близко к Земле, была изучена с Земли. У нас там не было космического корабля. Мы изучали ее 2-3 года назад под названием 46P Ортонен. И было обнаружено, что она фактически удвоила свое вращение после облета Солнца. Таким образом, скорость вращения теперь может измениться. Чем больше комета, тем труднее это сделать. Потому что чем больше у нее масса, тем труднее ее вращать таким физическим явлением, о котором мы говорим. Но это может быть причиной того, что в то время, когда мы видим много мелких астероидов размером всего несколько сотен метров в поперечнике и еще меньше до десятков метров, мелких комет такого же размера очень и очень мало. Мы нашли лишь только несколько комет с размером около сотни метров. А так, размер комет обычно около 1-2 километров в поперечнике и больше. Возможно, именно из-за этого эффекта, о котором вы спросили, кометы самораскручиваются до тех пор, пока в конце концов не разрушатся и не разлетятся на части. Вау, это потрясающе, спасибо. Кто-то спросил, безопасно ли отправлять людей для исследования комет? И можем ли мы даже сделать такую миссию? Мы не можем сделать это в настоящий момент, и прежде всего я объясню почему.
В настоящее время у нас нет такой разработанной рабочей системы, какая была у НАСА для лунной программы. С системой типа Gemini для стыковки и возврата астронавтов потребовалось бы несколько лет. И поэтому на данный момент мы этого пока не можем. Теперь о вопросе, безопасна ли такая миссия, если бы она была возможна. И это хороший вопрос, так как миссия будет очень сложной. Потому что когда комета приближается к Солнцу, вы видели, она выбрасывает газопылевой материал. Этот газ, эти частицы пыли могут перемещаться иногда со скоростью до несколько сотен метров в секунду. Так что, если вам нужно провести пилотируемую миссию на комете, вам понадобится какая-то защита от такой непрерывной пескоструйки частицами пыли. По факту Розетти, которая была по сути роботизированным беспилотным космическим кораблем и находилась на комете 67P, при возрастании активности кометы, пришлось отдалиться от кометы для безопасности. Она провела какое-то время на расстоянии 50-100 километров от кометы, чтобы убедиться, что она не будет повреждена вылетающим кометным материалом. Так что мы могли бы послать астронавтов к кометам. Но самое безопасное время для этого – это когда кометы на своих орбитах находятся далеко от нашего Солнца. Это там, где они еще недостаточно нагреты Солнцем, чтобы начать источать свой материал. Но тогда космонавтам потребуется гораздо больше времени, чтобы добраться туда. Я лично надеюсь, что однажды мы действительно посетим кометы. Но я думаю, что это произойдет в далеком будущем. Я тоже так думаю. Это действительно довольно непросто. Следующий вопрос. Какова плотность материала в хвосте кометы и сколько материала комета теряет при каждом прохождении Солнца? Итак, я отвечу на эти вопросы в обратном порядке. Прежде всего, сколько материала комета теряет на Солнце? Это варьируется от кометы к комете. Некоторые кометы выделяют очень небольшое количество материала. Некоторые кометы, такие как, например, комета Галлея, на самом деле выделяют огромное количество вещества. Когда комета Галлея была в перигелии, она выпускала около 4 тонн воды за секунду и примерно такое же количество частиц пыли. А это значит, что каждый раз, когда комета Галлея обращается вокруг Солнца, она теряет слой мощностью около метра. И если вы перенесетесь в далекое будущее, примерно на миллион лет вперед, кометы Галлея больше не будет. Она полностью потеряет весь свой материал. Он просто к этому времени полностью испарится. Если рассматривать комету 67P, то в перигелии она потеряла в среднем около 1,8 метра материала со своей южной части, которая освещалась Солнцем. Но на самом деле часть этого материала не была потеряна. Он просто переместился в северное полушарие, остававшееся в тени. Так что северное полушарие кометы фактически немного выросло. И это в некотором роде интересно, потому что принято, что кометы все время теряют много материала. Кстати, по мере того, как материал кометы перемещается в хвостах, плотность становится все ниже и ниже. И удивительный факт, что в хвостах комет плотность частиц ниже, чем даже самый лучший вакуум, который мы можем достичь в физической лаборатории на Земле. Мы можем видеть этот материал, потому в хвостах очень много материала, отражающего солнечный свет. Но если вы путешествуете по хвосту кометы, то вы даже не заметите эффекта. И вам понадобятся очень чувствительные инструменты, чтобы даже понять, что вы пролетаете хвост. В 1910 году было очередное прохождение кометы Галлея, это позапрошлый проход кометы. Но в тот раз комета Галлея действительно очень близко подлетела к Земле. И Земля прошла через хвост кометы. И что интересно, ученые тогда только что измерили цианоген в голове кометы, это находящийся в коме ядовитый газ. И появилось много мошенников, которые продавали людям пилюли от кометы, чтобы защитить их от последствий прохождения через хвост кометы Галлея. Ничего, конечно, страшного не было. Я думаю, это была просто мука, вода и немного сахара. Однако такое прохождение никак не повлияло на атмосферу Земли или влияние на Землю было минимальным, потому что плотность вещества хвоста была настолько мизерная. И это поразительно, что одновременно кометы могут быть действительно яркими, при столь низкой плотности материала. Еще вопрос.
Как появление мегагруппировок спутников повлияет на способность обнаруживать новые околоземные объекты? Хорошо. Объясню прямо сейчас, что есть ряд проектов, в частности, от SpaceX и Amazon в Соединенных Штатах для запуска созвездий из сотен или даже тысяч спутников вокруг Земли для глобального обеспечения доступа в интернет. И вы знаете, что можете подумать, что это хорошо. И это хорошо, потому что интернет позволяет нам делиться информацией друг с другом, как мы это делаем сейчас. Но, конечно, при наблюдениях, когда, особенно перед рассветом и в сумерках, эти спутники отражают солнечный свет. И они будут вызывать большие яркие полосы на сенсорах наших телескопов, которые ищут околоземные астероиды и кометы. Понять, какой именно эффект будет, на самом деле довольно сложно. По этому поводу проводится ряд исследований. И вроде бы эффект должен быть не слишком драматичным. Мы по-прежнему сможем проводить наше слежение. Но будут некоторые объекты, которые мы не увидим, из-за того, что резко выросло количество спутников на орбите Земли. И мы работаем над этим. Например, ведем переговоры с этими компаниями, чтобы попытаться смягчить этот эффект, чтобы спутники стали менее отражающимися. И эффективно действительно иметь возможность заранее планировать наблюдения, зная, где эти спутники будут на своих орбитах. Но для нас будет проблемой сказать, что у нас сейчас проблема. Потому что, например, сегодня я просматривал изображения в поисках новых ближайших астероидов и комет. И сегодня у нас уже много полос, оставленных спутниками. Так что это будет проблемой, но это не остановит полностью наши усилия. Может, это вообще будет незначительная проблема. Так что будем надеяться, что мы что-то важное не упустим. Дальше у нас есть вопрос. Какие астероиды состоят из груд щебня? Если околоземные астероиды этого типа столкнутся с Землей, взорвутся ли они, или небольшие метеориты пролетят через атмосферу? Хорошо. Итак, есть два вопроса. Как понять, является ли астероид грудой обломков? На самом деле, это довольно сложно сделать. Но мы полагаем, что почти все астероиды меньше 10 километров в поперечнике представляют груду обломков как на околоземных орбитах, так и в главном поясе астероидов. Это исходит из наших расчетов ударной истории в течение 4,6 миллиарда лет. Один из способов подтвердить это то, что мы можем измерить, насколько быстро они вращаются. Потому что, вас удерживает только сила тяжести. И если вы вращаетесь слишком быстро, центробежная сила этого вращения может преодолеть силу тяжести, и как результат, астероид разваливается. И когда мы смотрим на небольшие астероиды, скажем, от 200 метров до 10 километров в поперечнике, практически ни один из них не вращается быстрее, чем раз в 2,25 часа, что является пределом прочности таких тел. Да, но мы действительно видим, что астероиды меньшего размера вращаются быстрее. Так есть группа астероидов меньшего размера, 100 метров в поперечнике, 50 метров, даже 20 метров в поперечнике. Они могут быть монолитны, но даже в этом случае у нас нет полной уверенности. В целом преобладает мнение, что большинство астероидов, от 100 метров до 10 километров в поперечнике, вероятно, представляет собой груду щебня. Но это не абсолютная уверенность. Ну и, наконец, быстро отвечу на второй вопрос. Хорошая ли идея разбить вдребезги такие астероиды при угрозе столкновения? Тогда мы просто получим метеоритный дождь, если такой астероид летит на нас. Да, теоретически мы можем. И это то, что мы могли бы попробовать сделать. Но нам не следует дробить их слишком близко у Земли. Вам все равно это лучше делать это задолго до удара. Потому что в противном случае, материал с этого разбившегося астероида не успеет разойтись. Так что его обломки по-прежнему влетят в атмосферу, одновременно вызывав ковровую бомбардировку с такими же неприятностями для нас.
Так что даже по отношению к небольшому астероиду типа груды щебня нам все равно предпочтительно попытаться отклонить его. Или даже разбить его задолго до удара, за месяцы, если не за годы. Хорошо, в целях экономии времени, ответим еще на пару вопросов. Конечно. Спрашивают. Что определяет видимый цвет кометного хвоста? Это хороший вопрос. Посмотрите на мой последний слайд. Справа у нас комета Нео-Уисса. Она была видна в летнем небе в прошлом году. И вы можете увидеть этот красивый синий цвет. И это в первую очередь плазменный или ионный хвост. И именно в этом хвосте у нас есть ионизированная вода и ионизированный угарный газ. Кроме того, в ионном хвосте есть еще много других газов. Теперь внимательно посмотрим на воду. Вода не ионизируется. Вода не очень хорошо отражает солнечный свет из-за структуры своих молекулы. Но зато ионизированный моноксид углерода очень хорошо отражает солнечный свет в синей области спектра. Итак, когда мы смотрим на ионный хвост, или фотографируем цифровыми камерами, он почти всегда синий. Потому что мы видим эффективное отражение солнечного света угарным газом. Когда мы смотрим чуть в сторону вот сюда, видим отражение света частицами пылевого хвоста. Хотя они и микроскопические, это все же твердые частицы. Таким образом, они отражают все цвета света, как и все остальное. То, что мы видим здесь, это отражение солнечного света. И если мы измерим его очень точно, мы увидим, что оно немного краснее нашего Солнца. Потому что частицы были отражают больше красного света, чем синего. Но также возможно различить желтоватый или переходящий в серые оттенки, вот здесь. Потому что это быль, Ее частицы отражают все длины волн и все цвета солнечного света. Хорошо, и наконец, у нас есть вопрос. Каковы возможности добычи полезных ископаемых на астероидах и кометах? Что ж, я не сомневаюсь, что когда-нибудь это произойдет. Но опять же, не в ближайшее время. Есть целый ряд компаний, созданные в последние годы, чтобы изучить возможность добычи природных ресурсов на астероидах. И в частности, их интересуют околоземные астероиды. До них проще всего добраться. Но вопрос следующий: что вы хотите добывать? Потому что, прямо сейчас, если вы захотите добыть, скажем, драгоценные элементы, такие как золото, платина или редкоземельные элементы, которые важны для нашей индустрии, Реально будет гораздо затратнее отправиться туда, попытаться извлечь их, и вернуть их на Землю, чем просто добывать их на Земле. На данный момент это экономически нецелесообразно. Но кое-что мы могли бы сделать. Это наладить добычу на ледяных астероидах и кометах, потому что они содержат воду. А если вы возьмете воду и расщепите ее на водород и кислород, то это будут основные составляющие ракетного топлива. Это одна из причин налаживать добычу на астероидах со льдом. И в частности, кометное вещество – это то, из чего вы можете делать ракетное топливо. А это означает, что если вы собираетесь продолжить исследование Солнечной системы, вам не нужно брать все топливо с собой. Вы можете заправляться на ходу. И вот что действительно может произойти в следующем столетии или около того. Но мы действительно находимся в самом начале изучения того, какими могут быть разные кометы и астероиды, и как с ними взаимодействовать. Так что это займет определенное время. Ничего себе, я не думала, что эта лекция уйдет в сторону заправочных станций в космосе. Но это действительно увлекательно. Спасибо, что вы согласились присоединиться к нам и прочитать эту лекцию сегодня. И это было действительно великолепно. Я собираюсь заканчивать, потому что подошло время. Так что еще раз спасибо вам. Спасибо всем, кто присоединился к нам на Zoom и на YouTube. Наша следующая лекция из этой серии – «Геология Луны», которая состоится 15 июля. Так что подпишитесь на это на веб-сайте Геологического общества Лондона,
И как я уже сказала ранее, следите за нашими социальными сетями и нашими информационными бюллетенями в этот год космоса. А пока желаю всем прекрасного вечера и, надеюсь, мы скоро увидимся. Спасибо. И счастливого дня.